Всем привет! Мы с вами сегодня сделаем расклад «Любит или нет». Сделаем его на 3 позиции и посмотрим, что же ваш партнер вообще чувствует, да, что думает про вас, что планирует делать. Расклад будет довольно объемный, поэтому готовьтесь. Помните, что он общий, для кого-то срезонирует, для кого-то нет. Ну что, 3 позиции. Первая, вторая и третья. Подумайте о своем партнере, представьте его. Если не хватило времени и нужно чуть больше, поставьте на паузу, а мы начинаем. Для тех, кто выбрал первую позицию, да, во-первых, давайте посмотрим, что у нас там за мужчина. Он сейчас в каком-то таком зависшем состоянии, когда понимает, что в его жизни пора что-то менять. Но, к сожалению, он этого не делает. Давайте посмотрим, что он думает про вас. Вы для него очень резкая, очень деятельная, активная, да, максимально такая вот, знаете, при этом очень умная. То есть вы не полезете за словом в карман, вы можете высказать все, что нужно, да, вы можете, если психанете, резко собраться и унестись в абсолютно другом направлении. Что он чувствует к вам? Ну, здесь, конечно, я не могу сказать, что это чувство. Да, он готов вкладываться в эти отношения, он готов работать над ними, но есть момент неопределенности, когда человек понимает, что вроде как и хорошо вместе, а в то же время иногда бывает, что нет, то есть полный провал, да. То есть он вот на этих эмоциональных качелях, вполне вероятно, кстати говоря, что качает и вас, да, не только ему там весело. Поэтому я не вижу здесь как таковой любви. Может быть, некая только заинтересованность, да, в чем-то. Хорошо, а давайте посмотрим, какие же намерения у него тогда относительно вас. Слушайте, ну у него вполне вероятно, да, здесь человек, во-первых, что-то уже продумал, и он готов общаться с вами, готов, в принципе, может быть, и что-то серьезное строить, но при этом, да, смотрите, он все равно не будет вас пускать дальше определенных границ. Он, не знаю, не пускает далеко в душу, да, то есть, может быть, что-то не рассказывает, может быть, есть часть какой-то его жизни, да, которой он не делится с вами. Но при этом он готов продолжать, активно продолжать эти отношения. Хорошо. Давайте тогда посмотрим. Что вообще, что негативного, да, вам принесут эти отношения, могут принести? Ну вот смотрите, вот все равно здесь любви нету, да, он король мечевый. То есть по факту это какой-то расчет, какой-то прагматизм в этом вопросе. Что-то здесь есть тайное, да, эмоциональная пустота. Я думаю, вы это чувствуете, потому что мужчина вам не дает тех эмоций, которые вы хотите, которые вам нужны. Понимаете, это и есть как раз основной негатив. Хорошо, давайте тогда посмотрим, а что хорошего вам принесут эти отношения? Любовь. Какое-то романтическое приключение, возрождение. Возрождение чего? Возрождение в вашей жизни какой-то некой стабильности. В чем-то вы поставите точку, да, может быть, знаете, в чем? Когда вы что-то выбираете, что-то планируете, да, ну, например, у вас была цель найти определенного мужчину, да, с определенным набором качеств, и именно с ним вы, скорее всего, это найдете, то есть вы вполне вероятно мужчину-то любите. Хорошо, давайте совет тогда, как вам себя с ним вести.
Надо воспользоваться этим шансом на любовь, на эмоции, да, на вот эту некую даже зависимость в каком-то роде. И смотрите, вам нужно быть истинной женщиной, очень нежной, ласковой, заботливой, да, такой, которая будет его поддерживать, мотивировать. Но видите, вам как бы эти отношения, получается, нужны для любви. Поэтому единички. Какой-то вот очень интересный у вас такой расклад получился, да, то есть как бы чувств как таковых не вижу. Мужчина довольно холоден, но при этом он будет в эти отношения включаться, он будет над ними работать, и вплоть до брака может дойти. Так что вот так вот. Крайне любопытный у вас мужчина. Обязательно напишите в комментариях. Может быть, он сам по себе холодный, может быть, он не умеет проявлять чувства, да, либо никогда этого не делает. То есть такой вот холодный, отстраненный, да, это не значит, что он, например, их не испытывает, но он их не умеет проявлять, не умеет все это показывать, и с виду кажется, что он вообще ледышка. Вполне вероятно, может быть и такое. Так, ну что, двоечки, давайте тогда смотреть вас. А здесь у нас мужчина сейчас чем-то разочарован, да, он опечален и, скорее всего, ищет какой-то новый выход из ситуации, новый путь, да. Ладно, давайте смотреть его мысли о вас. Так. Рядом с вами ему максимально комфортно, тепло, уютно. Вы та самая зажигалка, которая помогает ему двигаться вперед, которая помогает ему чувствовать себя максимально таким сильным, да, ярким, независимым, уверенным в себе. То есть вы прямо для него очень желанная, скажем так, женщина. Хорошо. Какие же чувства? А вот на чувства есть какие-то препятствия, есть какие-то сложности, и он не может их реализовать вот прям здесь и сейчас, да, то есть какие-то мелкие вылазки могут быть, какие-то шансы, какие-то переписки, да, какие-то встречи, но при этом, скорее всего, так, как он бы хотел, нет, не получается. Вполне вероятно, именно этим как раз он и опечален, да, что он не может действовать так, как он хочет, свои чувства проявлять. Хорошо, а какие намерения вообще у него? Опять у нас выпадает король мечей. Здесь, опять же, да, такой довольно отстраненный, холодный, расчетливый мужчина, который полностью контролирует ситуацию, контролирует свои, ваши эмоции и строит какие-то планы, да. То есть здесь не так, что встретились, влюбились и понеслась. Нет, здесь человечек все продумает до мелочей. Каждый, не знаю, каждое действие просто продумает. Давайте посмотрим, зачем тебе так? Ну, ему нужен постоянно какой-то некий баланс, да, чтобы было все четко, все понятно, иначе его мирок, да, вот этот вот, его ракушечка, она просто рухнет, поэтому он должен, да, все это контролировать, по-другому этот человек, скорее всего, просто не может. Ну, учитывая, что на него выпадает император, это все-таки довольно такая карта жесткая, властная, сильная, да. Хорошо. Что плохого могут принести эти отношения? Слушайте, как ни странно, негатив, который могут принести, это какая-то некая стабильность, некое развитие для вас, да, когда яркие и красивые на самом деле отношения. Почему для вас это негатив? Ну, наверное, слишком вот это вот веселое состояние, да, когда постоянно где-то тусите, развлекаетесь, да, все очень активно, оно может поменять вас, то есть можете упустить какой-то момент, да, какую-то информацию, которая должна пройти, можете, знаете как, здесь придется и себя тоже делать сильнее, проявлять как-то по-другому, да, он там у нас по магу весь такой
держащий себя в руках, и вам тоже придется каждый раз усмирять этого льва, да, его гладить по шерстке, вот, чтобы он, ну, слушался, наверное, неправильное слово, но, по крайней мере, держать его в узде. Хорошо, давайте смотреть, а хорошее это что эти отношения принесут? Легкость, какую-то легкость, непосредственность, да, фантазии, одиночество. Слушайте, здесь как-то очень интересно, либо негатив, да, и позитив, наоборот, как будто поменялись местами. Но что хорошего? Это даст вам возможность не погружаться максимально, да, в эти отношения. То есть мы сейчас посмотрим, почему. Почему для вас, наоборот, это хорошо, что они будут очень легкие, очень такие непосредственные, но по факту вы будете на самом деле одиночка, да, то есть, ну, например, вы встретились, провели какое-то время вместе, погуляли, потусили, разошлись, да, то есть вы вот в неких вот этих вот каких-то фантазиях, иллюзиях, что ли, обитаете. Почему для вас это хорошо? Потому что на данный период жизни вам нужно вот это какое-то романтическое приключение, но при этом вы все равно закрыты, да, вы сомневаетесь в человеке, сомневаетесь, в принципе, возможно, да, в отношениях, потому что тяжело, потому что, в принципе, для вас отношения на данный период времени это как тяжкий груз, да, и вот такой яркий мужчина, он вам как раз сейчас необходим, вы для него стабильная, постоянная, да, то есть, а он для вас вот как раз как зажигалка, он вас зажгет, вам придется ну, не то чтобы соответствовать с ним, он будет вас развлекать скорее. Тут вы идете как некая стабильность, а он такой мальчик, который вносит в вашу жизнь яркие какие-то краски. Но по факту я не вижу, да, чтобы вы хотели, вот, может быть, серьезных каких-то отношений. Скорее всего, сейчас они вам просто не нужны. Хорошо, давайте тогда посмотрим. Совет. Что вам карты советуют? Воспользоваться шансом. Попробовать найти баланс, да, попробовать найти, может быть, компромисс, да, попробовать себя удержать. Это не значит, что надо прям влюбиться в мужчину, но будьте максимально, не только вот как королева Пентакли, да, стабильная такая вот вся, которая, ну, не сильно все-таки королева Пентакли, да, проявляет чувства. Попробуйте стать более мягкой, более нежной, да, более отзывчивой, показывать эмоции в сторону мужчины, то есть не только принимать их в свою сторону, но и немного отдавать, да, чтобы мужчина чувствовал вашу заинтересованность в нем. Это не значит, что надо в него прям влюбиться, все там, не знаю, брак или еще что-то серьезное. То есть просто вам нужно научиться вот балансировать. Пока у вас, судя по всему, некий перегиб, да, поэтому, видите, у вас хорошее с позитивное с негативным немного перемешалось. Но в вашем случае, наверное, это не так плохо. То есть вы сейчас наслаждаетесь, получаете удовольствие от жизни, да, причем в свою какую-то сторону, активно развиваетесь, поэтому это классно на самом деле. Ну, двоечки, надеюсь, я ответила на ваш вопрос, да. Ответ, конечно, крайне неожиданный, очень любопытный и интересный, но какой есть. Так, идем дальше. Тройки. А здесь у нас что-то мужчина просто добит по всем фронтам. Сейчас посмотрим, что там с ним происходит. Какие мысли? О, здесь идет разрушение, уход. То есть вы, судя по всему, разрушили отношения и утопали от него в закат. Чувства. Слушайте, ну на чувства, кстати говоря, это вполне вероятно может быть, либо вы очень долго встречались, либо это может быть и супруг, да. Почему-то все-таки мне идет, что вы сейчас не вместе. Здесь мужчина, который, возможно, брал на себя, да, за вас ответственность, который, может быть, даже содержал вас. И на данный период времени какие у него чувства? Воспоминания о вас и момент, что он ждет, да, он сейчас не принимает никаких решений, он смотрит за тем, что вы делаете, как вы делаете,
какие шаги, не знаю, какие слова говорите, да, что вообще в вашей жизни происходит. Но воспоминания, видите, теплые какие-то, приятные есть. Но вот мне все-таки идет, что здесь по третьей позиции именно муж. И, судя по всему, бывший муж. Давайте смотреть тогда, какие у него намерения. Человек хотел бы как-то проявиться, написать, может быть, выяснить какие-то моменты, да, обговорить что-то, но есть сложности. Намерение изменить свою жизнь, изменить вашу жизнь, да, это полнейшая трансформация. Что ты хочешь получить? Он хочет то, что завершилось, чтобы снова приносило радость, снова приносило удовольствие, найти какой-то новый путь, новый выход, да, из сложившейся ситуации. Но, к сожалению, могу сказать точно, что это будет очень медленно, но плодотворно. То есть человек продумает все до мелочей и будет двигаться в сторону какой-то, ну, вот, своей вот этой вот определенной цели, да. То есть я бы сказала, что здесь человек решил все изменить. Давайте смотреть негатив, да, что плохого принесут вам эти отношения. Слушайте, ну, здесь активное развитие, все-таки семья, и здесь идет любимый мужчина. То есть, сейчас мы посмотрим, что хорошего. Что хорошего дадут эти отношения? Удовольствие, романтика, яркий, сексуальный, желанный для вас мужчина. Что плохого? Смотрите на негатив. Учитывая, что вы расстались, вы сейчас, скорее всего, просто воспринимаете это как нечто для себя чужеродное, да, то есть вы, возможно, не хотите видеть этого мужчину рядом с собой, видеть его снова своим супругом, видеть снова любимым человеком, но видите, и на негатив для вас, и на позитив для вас все равно это во благо. Поэтому тут, скорее всего, хотите вы не хотите, но он сможет, да, провести вот эту вот трансформацию. Давайте тогда совет вам посмотрим. Так. Да, какая-то некая борьба, конечно же, у вас пройдет. Все равно будете, возможно, еще пытаться друг другу что-то доказать, что-то показать. Но какой совет? Работа над отношениями, над своими страхами. И смотрите, у вас все равно идет возрождение того, что было. Это для вас император. Это тот мужчина, который должен быть рядом, который будет вместе с вами, да. Все равно вот какая-то хитрость будет, и он вас вернет, любимая женщина. Вот тут, судя по всему, мужчина, который действительно любит, да, потому что и воспоминания теплые, все, и сейчас у него состояние такое довольно убитое, то есть ему тяжело и плохо. Ну да, он, видите, он сейчас одинок, вот, а вы для него прям максимально желанны, и, в принципе, без вас ему довольно плохо и тяжело, он себя чувствует прям в ограничении, да, человек не может ничего делать, ничего, никак развиваться, он только вот мечтает о вас, вот, хочет заполучить, скажем так, свое обратно, поэтому троечки, вот такой у вас был интересный расклад. Обязательно ставьте лайк, так вы помогаете развиваться моему каналу. Подписывайтесь, чтобы не пропустить новые видео. Ну а на сегодня все. Пока-пока.